Всем привет! На канале Замуж в Индии. Друзья, прямо сейчас я вас развеселю. Буду проводить эксперимент над своим мужем, над Парамом. Сейчас он будет снимать пробу соленой рыбы. Здесь индийцы вообще не едят, здесь нигде не продается селедка, там скумбрия соленая, ничего такого здесь не найдешь. Но в одном из своих прошлых видео я попросила вас накидать мне рецептов, как можно посолить самой рыбу. И я это сделала. Наконец-то дошли руки. Получилось очень вкусно. Я несколько часов назад уже попробовала. Видите, живая, здоровая и хочу еще. Ну и сейчас вы увидите, как будет Парам. Первый раз в жизни он будет это пробовать. Я сделала бутерброд. Лучок там маринованный. Ну очень вкусно. Я сделала, мариновала селедку в масле, сахар, соль, очень много специй, лимонный сок. Ест. Тесте? Testing. Ну, eat all. Not possible. Нет, невозможно. Нормально, я думала, что будет хуже. Смотрите, заедает. Заедает. Вот проблем. No boil. Ну, в общем, главная проблема в том, что это не обработано термически. Ну, специй я очень много положила, даже чили я положила туда. Even chili I put, many masalas. Травы положила, орегано. Да. Eat. So you say tasty. Tasty, not bad. No, so what problem? Well, raw, I know. To make fry, I eat all. Maybe, может быть, Парам волнуется? No. I don't like raw. Ну, вот у них какая-то, знаете, как брезгливость к сырой еде. Вот у них рыбу сушат, да, как у нас таранка. И потом ее еще дальше готовят, жарят, тушат. Ну ладно, окей. Мне больше достанется. Нет, к сожалению, Парам такое есть не будет. На Новый год мы останемся опять без селедки под шубой. Вот, ну а сейчас, друзья, вы увидите тоже некоторые сюжеты про кулинарию, но прежде я хочу вам кое-что рассказать. Одна из зрительниц мне посоветовала, говорит: Наташа, сделай какую-то фотозону возле отеля. Индийцы действительно очень любят фотографироваться, и это, как говорится, реклама. По-любому они эти фотографии будут где-то выставлять, с кем-то делиться, кому-то показывать, и, естественно, их друзья будут спрашивать, а где это такие прекрасные места, и, возможно, приезжать. Да, это очень хорошо работает. Фотозону пока мы не сделали, но представьте себе, сейчас я вместо фотозоны. Я вам недавно как раз говорила, что что-то со мной как-то стали реже фотографироваться. А вот сейчас какое-то просто нашествие, и по дороге, по улицам я хожу, меня останавливают, со мной фоткаются. И практически все постояльцы тоже просят фото со мной. Да, друзья, здесь в Матаране, в маленьком туристическом поселке, я иностранка для всех диковин. Да, здесь я, как говорится, изюминка Матарана. И вот еще что интересно, Парам рассказал, он периодически заходит в наш предыдущий отель Мадумалти, практически каждый день он там или молится, у нас здесь алтаря нет, он туда приходит молиться, совершает пуджу, общается со всеми. Так вот, ребята, работники отеля рассказали, что очень много клиентов, которые туда приходят, наши постояльцы, спрашивают у них, мол, а где же эта женщина, а где же, ну, некоторые по имени, кто просто говорит, где же эта женщина-иностранка, куда она делась, куда она подевалась. То есть, действительно, и со мной фотографировались, и там часто, даже вот несколько лет назад там сфотографировались, приезжают, показывают фотографию, мол, посмотри, какой здесь Артурчик маленький, как он изменился. Это все очень, конечно, приятно. Так что, ребята, мне сейчас не только нужно убирать номера и предоставлять сервис, но и отлично выглядеть, чтобы на фотографиях я получалась хорошо. Парам мне дал задание сегодня приготовить сабджи из Lady Fingers, дамские пальчики. Такие вот стручки в разрезе, они как звездочки.
немножечко слизкие. Ну, я их много раз ела. У нас в Мадумалте готовил всегда Насим. Ну, как бы Парам тоже знает рецепт. Я сама никогда не готовила. Парам мне сказал: Наташа, подготовь все, вот так вот нарежь. Показал, как нарезать. Говорит, еще вот чили нарежь, подготовь много-много чеснока, помидоры. А потом, говорит, я освобожусь, приду, тебе покажу, научу, и потом уже будешь сама всегда готовить. Провел мне Парам мастер-класс, говорит, вот здесь обязательно отрежь хвостики и здесь, спереди. Я вам тоже сниму на видео, может быть, кто-то из вас тоже захочет приготовить такое экзотическое блюдо. Кстати, почитала в интернете, полезное, много клетчатки для сердца, для желудка, для всего. В общем, этот овощ очень-очень полезный. Здесь еще такая вот, смотрите, как слизь, тоже эта слизь полезная. А я Параму говорю: Парам, если ты меня любишь, пожалуйста, полюби картошку, потому что для меня и для Артура это очень важная составляющая рациона. Без картошки мы просто жить не можем. Я помню, в детстве у нас всегда были запасы, целые мешки. Парам на рынок, ну, как специально, знаете, пойдет на рынок и купит полкило картошки. Да это вообще смешно. Какой полкило картошки? Я могу столько блюд придумать и приготовить из этого овоща. Я уже, знаете, так стараюсь, чтобы ему понравилось. То есть, когда готовлю, там добавляю какие-то индийские специи, которые раньше, в принципе, я не добавляла. Может быть, полюбит. У нас сейчас как заново начинается семейная жизнь. Ну, действительно, такие ощущения у нас, как будто мы только с ним поженились. Как-то даже привыкаем друг к другу. Там в Мадумалте Парам много времени проводили в другом номере. Так, ну что, Парам, я перцы чили почистила и удалила семечки. Парам говорит: нет, зачем ты это сделала? Говорит, нужно с семечками, тогда будет острее, как он любит. И представьте себе, пока удаляла, я все это возилась с этим перцем чили. И как запекло, ребята, так запекло мне руки. И я их обработала содой. Соду чуть-чуть водичкой развела. И такую вот кашицу. Сейчас, что? В этом ящичке. Специальная коробка для специй. Wait, Парам, when I talk you... Так вот, я же за это хотела рассказать, что, может быть, если у вас такая будет ситуация, ребята, очень помогает сода, нейтрализует это жжение. Вот посмотрите, друзья, вот такая вот специальная в Индии продаются везде такие вот коробочки в супермаркетах, где я разложила все нужные специи. У меня еще специи есть дополнительно, вон, видите, вот в таком вот голубом ящичке. Но должно быть под рукой все, потому что очень много специй. Там сразу все разложены, ну, все такие самые, как первой необходимости. Так, видите, что происходит? Налил Парам масло, туда добавил горчицу и чили. Не просушил, масло брызгает. Парам, you must fall in love potato. Тебе надо полюбить картошку. Тогда жизнь будет прекрасной. Okay, my darling. Что он делает? Чеснок давит. А мне надо вот, хорошо, мне легче будет. Я не то что буду запоминать, а еще и видео снимаю, если вдруг чего, пересмотрю, если забуду. Что дальше? What next? See, you must remember all. What Okay, next I especially making video. you Специально must видео remember. снимаю, чтобы You все all must запомнить. be this all. Ну, по такому принципу готовятся практически все блюда в Индии. Сначала в масло кидаются специи, чеснок, лук, а потом уже остальное. И, в общем, практически все, что угодно, любые овощи. Надо еще научиться биряни готовить. Клиенты любят биряни. На самом деле, вот вы там пишете, у нас здесь очень много кафе и ресторанов. Туристы ходят там ужинать, завтрак. Единственное, что вот это часто заказывают, кофе, чай, какие-нибудь там снеки. Это да. А на ужин, вот если действительно что-то научиться классное готовить, тогда да, тогда есть резон. Куркуму, да, куркуму Да. добавил. Мне уже надо бежать за Артуром в школу. А Параму надо еще тут работать.
Сейчас поставлю тушиться, и я побегу. Минут 40-50 идти быстрым шагом. И обратно. А обратно еще дольше, потому что Артур может там еще где-то застрять. Пробу будем снимать часа через 2, когда я вернусь вместе с Артуром. Пора, может быть, и поесть без меня. А я побежала. Ну что, Артур, расскажи, как у тебя первый день прошел? Первый день после недельных каникул. Хорошо. А что на завтра какую-то домашнюю работу задали? Ну, много. А что? Это Еще и такая много чего нас задавали. Нет, там вообще домашки не задавали. Я там не успел написать. А, ты что-то не успел, поэтому надо это доделать дома. Понятно. Ну, идем тогда быстрее домой. Тебя ждет вкусный обед. И опять за работу. О, смотри, там девочки на стене рисуют мелом. О, а кстати, про мел. Сейчас. У меня тоже есть одна занычка. Ты не с пустыми руками со школы возвращаешься. А расскажи, как тебе удалось добыть кусок мела? Один ученик вел себя очень плохо. Как зовут? Обид. Мгм. И учитель в его кинул мелом. В него, в мальчика кинул мелом? Ну да, но промахнулся, к счастью. Да, к счастью для Обида промахнулся. И к счастью для тебя, да? И он упал. И Обид? потом- Обид упал? Нет, мел упал. А, ну слава богу. Потом Обид взял, потому что учитель говорил, ну, head down, вот так. И я не хотел нарушать правила, потому что я не хотел, чтобы он меня кинул мелом. Мгм. У него же много мелков было. И Обид достал, я его, этот мел поломал, ему кусочек, и мне кусочек. Как интересно у вас в школе. Совсем не так, как у нас. Да, у вас сколько тысяч, не то, что у меня. Тебе нравится вообще, в принципе, твоя школа? Конечно. Нравится, конечно, говорит. Ну, слава богу. Встретились сейчас в рикше. Смотрите, вот впереди рикша едет. И там мама Арадия. Это они на прогулку отправились. Она в рикше, а впереди Арадия верхом на коне. Сейчас, может быть, мы их догоним. О, какая модная девчонка. Fashion girl. А я что, буду бежать за вами? Предложили Артуру. Артур, кстати, наездник. Он пару месяцев ходил, занимался верховой ездой. You also knows. А это бабушка ее. Мамина мама. А мама... А, Нил спит. Нил на ручках. А, вот в чем дело, да. Малыш ж не будет на коне. Маленький, ему годик будет через пару дней. It's my brother, it's my two little brothers. Вот и он. У Аради более длинные каникулы, поэтому она приехала на пару дней. Говорит, я сейчас к вам приду. Говорит, мне мама сказала, иди, говорит, к ним в отель и играй с Артуром. So good, I love it. Of course, come. Артур привел Арадию показать. Смотрите. Артур такой, как хозяйственный, видите, поправляет, какие-то недочеты увидел. Сегодня папа без нас здесь занимался уборкой. И Артур видит, что не идеально, да? Что? Не то, чтобы... special ingredient. Wait, I show you one design. Really, why? I show you like this, good this. Very. How from like this towel, making lotus. Арадия сразу видно такая современная городская девчонка. Видите, даже очки не снимает в образе. Ну, прикольная, классная такая. И одновременно она очень простая. С ней легко и приятно. Да. Ого. Обычное полотенце превращается в прекрасный цветок. Артур иногда делает эти цветки, ну, не идеально. Говорит, ну, мама говорит, цветы что же в природе? Бывает, какой-то лепесток упадет, или там какая-нибудь птичка откусит половину лепесточка. Должно же быть как в природе.
Должно же быть естественно. Воду пошел наливать питьевую. Ты посмотри, какой Артур молодец. Ну, как тебе огурчики? Малосольные огурцы? Мне очень нравится. Обожают. А всем, кому я даю попробовать малосольные огурцы, всем очень нравятся. По экспресс-методам я их засаливаю. Всем нравится. Вот это вот беспроигрышный вариант. Так что, друзья, если хотите покорить индийца, готовьте. Устроили здесь салон красоты, парлер-шоп. Но, Артур, только не сильно. Главное, сейчас к Артуру пришли друзья, Вайбау, с мальчиком еще одним одноклассником. В принципе, он очень любит с Вайбау время проводить. А Артур говорит, скажи им, говорит, мама, папа, скажите, что я не выйду гулять, говорит. И потом такой тихонечко говорит, такое ради, говорит, раз ты сегодня ко мне пришла, я хочу проводить время с тобой. Ты скоро уедешь, а они никуда не денутся. И она так обрадовалась, Араде. А я у Аради спросила, а ты хочешь, говорю, ну там можно же большая компания, какие-то интересные игры придумать. Она категорически, ну так вот, знаете, руками сделала жест, что категорически против. Ну все. Но я не выдержу этого. Это вот я тоже сейчас думаю, хорошо, что всего пару дней. Такого каждый день я не смогу терпеть. Да, so funny. Param, you also think this so funny. My God. Indian game. Индийская игра. А ну. Вот посыпает соль, перец. О, и надо хлопнуть по рукам. Успеть хлопнуть. А человек второй должен успеть руки убрать. Какая патака, Артур? Патаку не дают. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.